Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия и колдовства. Это руны, это таро, это предсказание, влияние на ситуацию, на людей, защиты, нападения, наказания и прочее. Давайте решаем. Сегодня я решила сделать рассказ по просьбам, что будет с Украиной. Давайте так. Я беру 3 срока, да, и просматриваю там ближайшие там 2 недели, может быть, пару месяцев и год. И все. Мы решаем конкретно, без всяких, как говорится, придумок и искажений. Смотрим для Украины. В каком мы сегодня месте. Давайте начнем исходить из чего-то, да. Король кубков. Ну, мы окружены лживыми такими друзьями, которые треплются. Вот вроде как бы вот вокруг нас вот такая вот история. Как будто мы в Европе, ну, вокруг нас вот говорильня. Говорильня. Вроде бы нас поддерживают, но все это высокопарные слова. Окей, давайте по делу. Что будет происходить в ближайшие там 3 дня с нашим фронтом, с нашими землями, с нашими людьми? Давайте так. Давайте, что будет для нас по фронту. Всадник кубков. Мы все волнуемся, ухудшения не будет. То есть, видимо, так как бы вот всадники эти и стоят. То есть ни туда, ни сюда. Также возможно, что наша армия хорошо накормлена. Также будет очень много, по этой карте очень много каких-то фейков, может быть, болтовни ни о чем, знаете, вот эмоций. И вроде бы, опять же, мы все волнуемся, все это. Давайте так, что будет для территории, вот эти разрушения, будут ли они продолжаться? Что это вообще? Отшельник. Вот тут скорее все-таки уже действует именно по каким-то тайным объектам. Вот это скорее, да, та самая так называемая военная инфраструктура, скорее всего, диверсанты. То есть я не вижу вот таких вот откровенных, отчаянных, вот диких каких-то разрушений. Скорее какие-то тайные ночные вылазки и мелкие пакости по отшельнику. То есть вот это диверсанты. Что будет урон для наших людей, наши люди, которые уже гибнут? Что с ними? Восьмерка пентаклей. Мы получим какую-то поддержку, материальную помощь, возможно. Люди, которые находятся в отчаянных ситуациях, уже придет к ним эта помощь или какой-то там коридор, да, гуманитарный. И, в общем-то, рабочая обстановка такая, да, идет. Давайте посмотрим, что у нас рубеж образовался, когда я вела прямой эфир 13 часу. Что же это 13 число нам дает? Что оно нам показывает? В целом давайте. Потом отдельно спросим. Показывает, что мы получим что-то материальное. То, что мы как бы и ждем, на что мы надеемся, но не в том несколько объеме. Сейчас узнаем все-таки. Это опять деньги, это опять какой-то материальный вклад, да, для Украины. Все-таки давайте спросим по закрытому небу. Что-то произойдет. Вы знаете, 4 мечей, вот это то, что мы ждем, то, что от нас, ну как, скорее всего, что не зависит, оно придет. Вот что-то заработает. Все-таки оно, то, чего мы ждем, то, что мы просим, то, на что мы никак повлиять не можем, возвращается или активизируется. То есть эта карта обычно как срабатывает, да, это
То, к чему мы не имеем доступа, мы можем получить к этому доступ. То, что было для нас закрыто, открывается. Ну, соответственно, тут по четверке мечей наше ожидание заканчивается, наконец, движухой. Все. Все, движуха пошла. Как бы, может быть, это не напрямую небо, но это решение. Решение. В связи с чем это произойдет, и кто это будет, и откуда вообще эта вся движуха, давайте посмотрим. Вестник жезлов. То есть некое известие, возможно, что это помощь от какой-то незначительной даже стороны, неожиданной стороны. Может быть, совершенно не ожидаем. Это какой-то очень слабый член НАТО, я не знаю, какая-то микространа. Посмотрите, вестник, вот он. И вот этот миллиметр, вот этот малюсенький вестник, он повлияет на нашу движуху. Ну что? Что будет в течение, ну, то есть 13 числа произойдет некое движение, на которое появляется совершенно незначительное обстоятельство или какая-то страна совершенно такая вот смешная, какая-то маленькая. И то, чего мы ждем, наконец мы его хотя бы принципиальное решение получим. Что будет дальше в течение месяца? Мы будем, конечно, отстаивать страну с разных рубежей. Да, вот одна, да, семерка, шести жезлов. 6 сторон, ну, фактически у нас сейчас и есть тогда 6. Ну, одной дубиной лупим их и отстаиваем. Карта прямая, то есть мы не сдаемся. И что будет для противника в этом ближайший месяц? Противник не уходит, он наращивает ресурсы. Также это привлекает вооружение. Что будет для нас? А мы все-таки его отодвигаем. Хотя эта карта может указывать на то, что они там пытаются закрепиться, что-то расположиться, но это наше движение. Мы уже движемся к своей цели. Ну вот так. Будут ли еще какие-то города серьезно разрушены, захвачены, какие-то катастрофы? Давайте так, в течение месяца. Ой, да. Но это то сейчас не могу по карте, это же на прямом эфире что-то еще будет происходить. Давайте так, в течение 3 месяцев какой итог будет для нас? Все, звезда. Мы четко увидим, что у нас впереди победа, звезда. Причина победы. Давайте так, что ляжет все-таки в основу с нашей стороны? Наше преимущество в чем? Преимущество в объединении нашем. То, что мы как объединились. Также это может быть 9 стран или 9 европейских стран. Это 9 чаш. То есть они похожи друг на друга. Может быть вот так одна семья или может быть одна Европа. И что все-таки для противника? Ну, он неустойчив. Он теряет свои позиции, теряет свои материальные ресурсы. Ну, давайте так, когда это все закончится, самое страшное, вот то, что у нас гибнут люди, давайте так, какие указывает сроки. Туз жезлов. Туз жезлов. Жезлы это всегда быстрые карты, однако туз единица. Ну, я думаю, что уже остались, ну, то есть до месяца, и будет перелом. То есть, если были пентакли, это годы, кубки, месяцы, мечи, недели, а туз жезлов просто получается мы выматываем этого противника. Что будет дальше? Что будет летом, допустим, да, для нас? Уже движение вперед, смотрите. Уже быстрый переход к чему-то хорошему. Мы быстро, легко достигаем желанной цели.
Так, что будет осенью? Ну, возможно, все-таки будет у нас какая-то чего-то, может, недостаток, ощущаться будет помощь какая-то, опять же, гуманитарка пойдет, все. Что будет уже осенью, зимою? Зимою очень активные действия. Ну, что я вам скажу, что к лету все пойдет абсолютно все точно в нашу сторону. Пойдет и восстановление. Не будет это на годы, как тут заявляют, пугают, что это будет годы, что это Сирия какая-то, Афганистан. Этого не будет. Итог года, конец года для Украины. Смотрите, сейчас без всяких купюр. Повешенная ситуация, она разрешится, мы избавимся от всего, что нас связывало, ну, от подвисшей ситуации. Ну, собственно говоря, 8 лет она и подвисала. И конкретно для наших границ, любовники. То есть это будет... Ну, кто-то, понимаете, кто-то, может быть, останется за границей наше население. Ну, карта любовники говорит о том, что у нас будет масса выборов, у нас будет масса тех, кто нас поддерживает. Карта любовники – это хорошая карта, старший аркан. Помогает нам с разных сторон. Дружественные страны. Ну и давайте посмотрим, что же наши орки, да? Уйдут ли они с нашей территории вообще? Что, будут ли они, вернее так, что будут ли они находиться? Умеренность. Умеренность — это карта воздержания, то есть воздержатся от, либо они будут отступать, воздерживаться, либо они будут вести себя очень тихо, может где-то там какие-то группы бродить. Воздержание идет. Умеренность, вернее. Очень-очень небольшое количество их будет. Что? Ну, давайте Донбасс, Крым. Как с ними что будет? Давайте, ну, давайте так, Донбасс что? Вестник. Он останется все равно под, ну, скажем так, официально он будет под нашим руководством, но, возможно, фактически нет. Все-таки вот он как был каким-то там недогосударством, так и останется. То есть формально вроде бы он украинский, но видите, на земле это не стоит все-таки. Что с Крымом? Потому что мы ни с кем не воюем. Суд. Кстати, возврат идет. Но вот по этой карте это идет либо через суд, либо это идет политическим путем. То есть будет возврат, суд. Решение старого вопроса, но без войны. Нет, мы ни на кого не нападаем. Наши потери. Давайте так, по итогу года. Насколько это будет для нас тяжело. Тройка кубков. Знаете, по тройке кубков все будет хорошо. У нас еще присоединится и к нам еще кто-то. Возможно, также люди, которые уехали, вернутся по тройке кубков. Дополнительно прибудет что-то к нам. Может, это какие-то специалисты, может быть, еще добавятся. Еще один вариант какой-то заработка. То есть ничего не бойтесь. Все нормально. Но в ближайшее время перелом наступит 13-14. Какой-то принципиальный будет, забрежет свет. Ну, а к лету мы уже победим. Дальше мы будем восстанавливаться. Вот так вот. С вами была ведьма Аграфена. По областям, населенным пунктам я уже выйду завтра. Сегодня я уже не могу. 20:00 обычно. Ищите меня в 20:00. Я выхожу. Если могу, пока могу. Пока у нас нет ничего серьезного. Я в Днепре, нигде не прячемся. То есть бывает, что-то пролетает. Ну, в общем, я не могу об этом говорить, сами знаете. Все мои контакты под этим видео. До свидания.